Искусственный интеллект пишет просто отвратительные тексты. Если вы также считаете, то обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в нем я покажу, как делать с помощью искусственного интеллекта офигительные тексты. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и в этом видео я вам покажу, как с помощью искусственного интеллекта генерировать крутые тексты. Вообще, моя основная задача — это показать людям, как можно использовать искусственный интеллект и облегчить свою жизнь, свою работу, свой фриланс, свой бизнес, свой проект, делегировать искусственному интеллекту какие-то рутинные задачи и экономить на этом огромное количество денег и времени. Значит, в этом видео мы с вами будем заниматься тем, что будем создавать крутые тексты, ну как крутые, просто тексты, чтобы люди даже не поняли, что эти тексты написал не вы, то есть не человек, а именно робот. Значит, смотрите, я довольно давно уже использую искусственный интеллект, я уже рассказывал, как я его использую для креативов, для создания Reels роликов, для сценариев, для Reels роликов, крутых сценариев, потому что большая часть моих видео, Reels роликов, они написаны именно с помощью искусственного интеллекта. Значит, когда я только подходил к теме использования искусственного интеллекта в качестве текстов, я давал ему достаточно простые задачи. То есть я брал свой текст, отправлял в искусственный интеллект и просил его проверить, соответственно, грамматические, на орфографические ошибки, может быть, где-то какие-то стилистические замечания у него были. И дальше, соответственно, я редактировал этот текст по его запросам. Это самый простой способ работать с текстом, с искусственным интеллектом. То есть вообще понять, как он мыслит, как он работает. И дальше уже на основе всех этих данных, которые вы, обратной связи вы получаете, вы, во-первых, да, прокачиваете там свой навык копирайтинга, вы начинаете лучше писать, вы понимаете, где у вас чаще всего допускаете ошибки. Но это как бы понятно. То есть это самый простой способ. Вы сами пишете, отправляете на проверку все это искусственному интеллекту. Он дает вам какие-то корректировки, замечания. Спрашивайте, может быть, где необходимо добавить там призыв к действию, где может быть необходимо обратиться именно к этой целевой аудитории, как поднять ту или иную проблему в этом тексте, как подвести людей к продаже, используя какую-то технику из продаж. То есть это такая базовая работа с искусственным интеллектом. И именно с нее я всем рекомендую начать. Если же вы не хотите этого делать, то есть вы хотите сразу же, чтобы он вам сгенерировал текст, то у вас есть здесь несколько вариантов. Значит, самый простой вариант. Давайте перейдем в искусственный интеллект. Мы будем использовать чат GPT. Вы можете использовать любой другой искусственный интеллект. Можете от Google, там, Bing, Bard использовать, что угодно. Значит, я использую чат GPT. Именно на его примере я и буду показывать, как, соответственно, я с ним работаю. Смотрите, мы заходим в чат GPT. Что у нас есть? У нас есть несколько вариантов. Базовая версия, то есть когда мы вообще не хотим там разбираться, что-то где-то обучать чат GPT. Мы просто хотим, чтобы он нам создал какой-то контент. Самое простое, что можно сделать, это просто ему написать, там, создай мне контент на такую-то тему. Соответственно, он вам выдаст какой-то контент, например, напиши мне пост в качестве личного помощника. То есть самое простое, что мы можем сделать, это просто написать банальный запрос. Например, напиши мне пост для инсты на 2100 символов на тему, как использовать искусственный интеллект в качестве личного помощника. Все, ну как бы такой простой запрос, да, вот у нас в голову что-то пришло, и мы хотим, соответственно, это сделать. Чат GPT справляется с этой задачей неплохо, но, к сожалению, когда он вот генерирует текст вот примерно по такому запросу, вот по такому достаточно простому запросу, то, скорее всего, что произойдет? Скорее всего, он просто нам напишет текст, как он считает. То есть он не будет придерживаться каких-то там стилистических норм. Он не будет подгонять этот текст под нашу индивидуальность. Он просто напишет то, что он считает в данный период времени разумным написать под ваш запрос. Можно в дальнейшем, это тоже как бы вариант неплохой, можно в дальнейшем просто добиваться того, чтобы он улучшал этот текст. Например, добавить в этом тексте должен быть призыв к действию на покупку там, такого-то материала. Соответственно, он уже подкорректирует этот текст под ваш призыв к действию. Либо я хочу, чтобы в этом тексте этот текст начинался с истории. То есть он уже добавит какую-то историю в самое начало этого текста. Либо я хочу, чтобы этот текст завершался каким-то эмоциональным всплеском от людей. Он уже добавит, соответственно,
соответственно, этот эмоциональный всплеск, либо я хочу сделать какой-то там хук, какую-то зацепку в самом начале текста. И таким образом, соответственно, вы корректируете этот текст до того момента, когда ваш текст этот полностью не изменится и не превратится в тот, о котором вы, соответственно, в себе в голове придумали. Вот. Но это и кажется, что он как бы вам будет создавать, но многие люди, вот когда вот таким вот образом начинают работать, они устают. То есть они думают, да блин, сколько я уже здесь написал, соответственно, мне нужно заново, я лучше сам напишу, меньше времени потрачу. И это, с одной стороны, как бы правда, да, вы меньше времени потратите на то, чтобы вот это вот все постоянно исправлять. Но текст получится неплохой. Значит, второй вариант, какой есть, это использовать так называемых чат GPT ботов. То есть предварительно обучить чат GPT и сказать ему, что вы от него хотите, то есть что от него будет требоваться. Сделать это можно с помощью промптов. То есть мы изначально говорим ему, кто он такой, чем он занимается. То есть давайте сразу же на примере покажу. То есть мы используем промпт. Я использую промпты, которые, соответственно, есть в моей базе промптов. Промпты на английском, на русском языке. Там больше 3500 промптов. Если вам интересно, кликайте по ссылке под этим видео. Переходите в Telegram. Там есть подробности, как получить доступ к этой базе. Значит, и здесь нам достаточно ввести, например, базы запросов по копирайтингу. То есть мы вводим хэштег там копирайтинг. Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе описания, ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал, и к конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге и в личной жизни. Райтинг, и, соответственно, ищем тот промпт, который бы нам был интересен. То есть напиши текст о фитнес-клубе по копирайтерской формуле, избегая клише, тавтологии, шаблонных формулировок, возьми нужную информацию. То есть мы используем какой-то предварительный промпт, и предварительно мы обучаем чат GPT, то есть мы ему рассказываем, что от него требуется. Например, да, вот мне нравится вот этот вот промпт, давайте его сейчас введу в чат GPT. То есть я захожу в чат GPT, этот вариант мы создаем новый чат, потом сравним с тем вариантом и предварительно, соответственно, мы ему говорим, я хочу, чтобы ты выступил в роли талантливого копирайтера, как Дэвид Агилви, Лео Барнетт, либо Ульмас Бернбах. Тебе нужно написать убедительный текст для посадочной веб-страницы. Посадочная страница будет продвигать продукт, описанный ниже, и будет использоваться для максимализации его продаж при рекламе в интернете. То есть мы ему просто говорим, что мы изначально вообще от него хотим. Мы его обучаем. И здесь какой есть минус в этом подходе? То есть минус заключается в том, что нам необходимо предварительно его обучить, после этого дать ему уже необходимый запрос, и он нам также выдаст какой-то текст. То есть этот текст уже будет намного лучше, чем тот текст, который он нам пишет с нуля, то есть как в предыдущем варианте. Но это тоже не идеально, потому что нам придется постоянно тоже время тратить на то, чтобы постоянно чат GPT тот же обучать, либо любой другой искусственный интеллект обучать, и он, соответственно, долго будет приходить к тому, чтобы делать именно то, что мы от него хотим. То есть мы все равно в любом случае будем здесь тратить большое количество времени. Есть следующий вариант. Это когда мы уже используем там какой-то шаблон, копирайтерский шаблон бота. То есть когда у ChatGPT есть, то есть ChatGPT уже предварительно обучен создавать какие-то тексты. Например, мы используем, я в основном использую вот этот вот магазин текстов, магазин ботов. Здесь большое количество бесплатных ботов, и, например, нам необходимо выбрать бота по генерации текстов. По генерации текста. То есть здесь огромное количество ботов, здесь у них есть рейтинги, то есть как эти боты справляются, соответственно, с той или иной задачей. Вот, например, у нас есть большое количество ботов, и каждый выполняет определенную задачу. Например, вот это вот Story Builder, это EasyWriter, это EasyWriter Back by Textoro AI,
И, соответственно, человек, писатель, то есть большое количество вариантов тоже мы можем выбрать, перейти к нему и перейти к этим вариантам и, соответственно, попросить его написать какой-то текст, который какой-то текст, который, соответственно, нам в данный период нужен. Вот, например, блокрайтер. Да? Переходим в блокрайтер, спросить его, что он умеет, соответственно, узнать, как он работает, то есть что необходимо нам для того, чтобы с ним начать работать. И, соответственно, он нам рассказывает, да, привет, партнеры, я там копирайтер такой-то, такой-то, если вам нужно познакомиться с моими функциями, и он, соответственно, нам рассказывает, что он умеет и как, соответственно, с ним работать. Вариант тоже неплохой, но мне такой вариант тоже не нравится по одной простой причине, что он кем-то до меня обучен, то есть он кем-то до меня уже, кто-то до меня его уже обучил, и, соответственно, я просто пользуюсь чьими-то идеями. Я же выбираю вариант, это создать полноценного бота под себя. Значит, как это сделать? Мы заходим в Explorer, то есть в магазин ботов, и здесь мы создаем Create Bot, то есть мы создаем своего собственного бота. Также мы можем воспользоваться, например, ботом от стандартного ChatGPT, который пишет нам Create a Writing Coach, то есть креативный писатель. Вот, но я предпочитаю создавать своего. Я создаю своего, и здесь, соответственно, что я могу сделать? Я могу его обучить на примере своих постов. Привет, я тебя сейчас буду обучать, соответственно, своим текстом. Что мы в этот период делаем? Есть несколько вариантов. То есть мы можем просто переходить, например, в свой телеграм-канал, брать те посты, которые, соответственно, вы считаете нужным, взять и по очереди их выгружать в свой телеграм, в своего бота. То есть грузить его своими постами бесконечно, чтобы он понимал, что он хочет. Но, на мой взгляд, есть проще намного способ. Это мы просто берем вот эти все посты, которые мы считаем, которые, может быть, мы написали, которые мы считаем, что они круто зашли нашей аудитории по определенной тематике. И, соответственно, выгружаем все эти посты в какой-то текстовый файл. И этот текстовый файл мы загружаем вот сюда, вот, в раздел обучения, в раздел знания. То есть мы загружаем сюда текстовый файл, который мы хотим, чтобы использовал непосредственно наш GPT-агент, в данном случае там копирайтер. И после этого мы ему прописываем, конечно, там имя, прописываем его данные. И после этого, как мы загрузим в него свои тексты, он будет понимать наш стиль, будет понимать, для чего мы ведем тот или иной, то есть для чего нам необходимы тексты, например, тексты для Telegram. И это намного круче, чем мы просто будем постоянно как бы обучать какого-то своего ChatGPT. То есть что мы делаем? Мы выгружаем те посты, те публикации, которые, на наш взгляд, набрали большее количество лайков в нашем телеграм-канале. Мы просто выгружаем эти каналы, мы смотрим, где там призывы к действию есть, и отдаем этот файл ChatGPT. ChatGPT это все анализирует, просматривает, и уже после этого он на основе тех текстов, которые мы ему отправили, он полностью обучился, то есть он полностью обучается. И дальше он понимает, в каком стиле мы пишем, по какому направлению мы пишем, какие посты у нас были опубликованы, где мы вставляем ссылку, где лучше всего вставить ссылку, как мы обращаемся к своей аудитории, то есть как мы с ними взаимодействуем, какая основная цель нашего блога. И все это мы вот пошагово, попунктно, соответственно, выгружаем наши посты и дальше ему говорим, что тебе необходимо использовать ту базу знаний, в которой я тебя выгрузил. Я выгрузил в тебя посты по своей тематике для своего телеграм-канала, и твоя основная задача будет в том, что ты должен будешь на основе этих постов придумывать мне полноценные публикации для моего телеграм-канала. И после этого, после того, как вот мы выгрузили в него этот файл, мы выгрузили в него инструкцию, мы с ним переговорили, то есть мы с ним договорились. И все, после этого нам просто нужно будет написать ему, я хочу новый пост по такой-то теме, на такую-то тему раскрыть. После этого он нам будет писать тексты, писать посты, заточенные под нашу целевую аудиторию, заточенные
под наш телеграм-канал и заточенные и похожие на тот контент, который мы в него выгрузили. Поэтому лучше, конечно, если у вас есть посты, да, там постов 100 ему выгрузить, посмотреть, чтобы он понял ваш стиль, понял ваш подход к написанию текстов. И после этого он будет вам создавать тот контент, который идеально будет вписываться в ваш блог. И причем на это будет уходить минимум времени. То есть вы один раз провели работу, выгрузили в него все данные, поработали с ним, то есть обучили его. И после этого он вам будет на основе этих данных публиковать посты. Вы также ему можете давать обратную связь. То есть взяли пост, который он написал, опубликовали его и сказали, вот этот пост нам не зашел, либо этот пост набрал маленькое количество реакция от аудитории. Подскажи, в чем может быть причина. На этот пост я получил меньше всего комментариев. В чем может быть причина, и исправь это для того, чтобы в следующий раз пост набрал там большее количество реакций, либо более эмоциональный пост, либо в этом посте необходимо там было этот пост принес минимум продаж. То есть мы ему даем обратную связь, мы его не просто используем как машину, да, какую-то, которая нам генерирует какие-то тексты. Мы его используем как нашего живого сотрудника. И со временем, да, не сразу же, со временем он будет вам делать просто идеальные посты, которые будут идеально вписываться в ваш телеграм-канал, инсту, ВК, Дзен, куда угодно, потому что он будет понимать наш стиль и будет понимать, что от него требуется. Конечно, этот файл, который мы в него загружаем, необходимо будет загружать каждый месяц, то есть раз в месяц выгружать файл, записывать желательно туда данные по реакциям, либо по тем показателям, на которые стоит ориентироваться при создании контента. И в следующие ваши посты будут идеальны. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Теперь вы будете с помощью искусственного интеллекта генерировать крутые тексты для своего телеграм-канала, инсты, рилс. Также не забудьте подписаться на канал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вам это было полезно. С вами был Игорь Зуевич. Пока.